Друзья мои, сейчас вам показываю ритуал мусульманский приворот. Это не мой авторский ритуал. Этот ритуал мне остался от женщины, скажем так, знакомой, близкой, можно сказать, подруги моей бабушки. Она была, персидских кровей, скажем, и знала очень много, связанное с колдовством, именно арабским, восточным колдовством. Приворот называется мусульманский, правда, он просто восточный, скажем так, да, потому что религии все-таки осуждают колдовство, вы это знаете. В любом случае, рассчитано на именно мужчину-мусульманина и очень быстро действует на него. Вот почему я говорю, что профессиональные практики, сильные практики, им без разницы, кого приворожить для вас, кого привести, кого увести, потому что они знают разные уловки. Если энергия языческой магии или древней магии или темной магии не действует на человека как сильно, хотя редко, чтобы не действовал, обычно действует, то они применяют вот древние заклинания, которые по энергетике, они ближе как бы именно к мужчине-мусульманину и сразу на него воздействуют. Раньше брали вещи двух людей, мужчины и женщины. Сейчас можно фотографии. Фотографии я вам показывать не буду, имена не назову, для кого я это делаю. Вот, смотрите, это сахар, черные свечи. В те времена брали, даже лампочки то есть лампы на основе масла, масляные, просто чтобы оно светило, потому что это призыв именно сил, похоти, любви и так далее. Я, конечно, читаю один раз, но нужно читать периодически. Сначала читается одна часть заговора, от 3 до 13, иногда до 100 раз. А потом вторая часть, когда чувствует присутствие какой-то некой силы, когда начинается движение в комнате, снова возвращаемся, читаем первую часть, потом снова вторую часть, до того момента, пока не почувствовали, что у нас слабость в ногах, мы уже слабеем, у нас силу забирают, значит, оно получилось. Это делается после 12 ночи и до 5 утра. Почему? Потому что мы должны это провести в тот момент, когда мужчина спит, чтобы подсознательно воздействовать на его мозг, на его голову, понимаете, на его подсознание, нервную систему. Ему снится эта женщина, он даже слышит ее голос, он начинает жутко скучать, сходить с ума. Еще раз говорю, что приворот применяется только в том случае, когда между людьми есть какие-то чувства, просто у мужчины либо силы воли не хватает, либо чего-то еще не хватает для того, чтобы иметь смелость и начать нормальную жизнь с этой женщиной. И женщине хочется брак. В общем, приворот это. Никакого безгрешного нету, конечно, но это колдовство. Заказывают, просят, делаем. В конце концов, что из себя корчить, не знаю кого. Предупреждаем, говорим. Но если человек ни в какую хочет, пожалуйста, хозяин барин, мы делаем. После чего сахар нужно положить на подоконник. Вот. Утром растворить в воде и вылить на землю. Это есть подношение. Язык мне не знаком, слова не знаю, что означают, но я знаю, что очень сильно действует, потому что я это уже делала. Но если я вам скажу, что этому привороту много сотен лет, наверное, это о чем-то говорит. Что я могу сказать? Благодаря женщине персидских кровей этот приворот у меня есть. Итак. Ванису суатхени мей якхушуна лаху ва ямалуна алимал дуна залика ваким на лахум хафи зиен. Я худаем хядзихил аятесу суарифак
Джай фие лица лис ва шаритие Илая, имя здесь произносится, ва мурцуху яджие анье. Читаю вам медленно, чтобы вы успели отделить слова и поняли, о чем речь. Остальную часть приворота я проведу как положено. Вначале просто хотела снять вам, сказать эти слова. Итак, берем фотографию мужчины и женщины лицом к лицу. Ложим сверху фотографии женщины, должно быть обязательно, потому что ее власть должна быть над мужчиной. Эти фигуры просто я поставила для красоты. Я еще раз говорю, я всегда оформляю творческий алтарь. Вы можете не ставить. Но самое главное, с какой силой вы это скажете. Читаем еще раз. Возвращаемся к первой части. Читаем несколько раз от 13 до 100. Да. Потом возвращаемся обратно. И когда мы почувствовали, что от нас забрали силу и мы обессилели, значит, ритуал окончен, он удался, и мы смогли воздействовать на мозг мужчины. И я вас уверяю, в скором времени он просто-напросто не отстанет от нее, женится 100%. Это я просто испробовала, поэтому я вам говорю. Иначе я бы вам не говорила. Я не люблю всякие гарантии, вы сами знаете. Ну вот, если у вас мужчина мусульманин, пожалуйте к нам. Всего доброго.